Мы недавно говорили про китайский флагман Mi 8. Это так. И он работал на китайской версии MIUI 9, но недавно получил глобальную MIUI. И фанаты меня поймут, Mi 8 на глобалке и на китайской версии — это совершенно два разных смартфона. Тут все дело в багах и глюках китайского ПО, избежать которых можно, приобретая локализованную версию устройства. Либо приобретая Китай и перепрошивка. Здесь кому как удобнее. В любом случае, в пользу глобалки решает и гарантия, и бесплатная доставка, и адаптер питания, обновление по воздуху, в общем, все вот это. Хотя, согласен, многие смартфоны стоят в России в 2 раза дороже, чем, например, в США, и это совсем неоправданно. Поэтому я понимаю тех людей, которые покупают их в Китае или за границей. По итогу что? Mi 8 поступил в продажу в России. Как и в случае с Mi Mix 2S, новинка эксклюзивно продается у ритейлера Tmall с бесплатной доставкой, что самое важное, по нормальной цене. В этом плане наше представительство молодцы. Оно понимает, что если делать дорого, то никто покупать не будет, и все себе замечательно закажут через китайские площадки. Ладно, не буду тянуть. За версию на 64 гигабайта у нас просят всего 30 тысяч рублей, а за 128 гигабайт 33, всего на 3-4 тысячи дороже, чем китайцы. У нас будут версии в двух цветах, в черном и синем. Теперь о самом телефоне и о целом месяце использования. Давайте для начала вспомним, что из себя Mi 8 представляет. Это Snapdragon 845, 6 гигабайт оперативной памяти, большой безрамочный дисплей с диагональю 6,21 дюйма, естественно, с вырезом над экраном. За 30-ку топовое железо, и только поэтому телефон уже можно рассматривать. Как мы выяснили еще в прошлый раз, Mi 8 получил камеру от Mi Mix 2S, но то ли софт улучшили, то ли погода хорошая на улице, но фотографии на него получаются просто отменные, на уровне iPhone 10, и это, естественно, не может не радовать. Отмечу лишь, что в стабильной версии MIUI для российского рынка наконец-то нормально заработала функция, которая называется «световые следы». Это когда фон размывается с применением различных эффектов, и в целом довольно приятная штука. Девчонок-то вечером под фонарями фотографировать самое оно. Касаемо всех остальных функций, простой портрет, ночные фотографии, дневные, селфи, все реально очень неплохо, особенно для Xiaomi на фоне 10-го iPhone. Лично я этой камерой остаюсь крайне доволен за этот ценник, естественно. Из минусов по камере я бы отметил отсутствие 60 кадров при разрешении 4К и не самый удачный звук при съемке. А так, это как минимум лучший камерафон от Xiaomi на данный момент. Возвращаемся к прошивке. Сегодня это MIUI 9.5 глобальной версии, можно назвать ее финальной, так как исправлены практически все баги, недочеты, все допереведено и так далее. Заработал Facebook, он просто вылетал, перестали исчезать снимки в галерее, и слава тебе, Господи, теперь все отлично с уведомлениями. Единственное, осталась полоска под бровью, если ее скрыть. Такой дизайнерский ход лично мне непонятен, зато есть приятный бонус, а именно в глобальной версии в шторке уведомлений отображается процент заряда. Ну, наконец-то. Что еще? К счастью, в стабильной версии ПО дружба между флагманским Snapdragon 845 и MIUI 9 стала крепче. Меньше фризов в системе, ниже нагрев и лучше производительность в играх. Это прям железный факт, все стало сильно лучше, тротлинга вообще практически нет. Но сдается мне, что целиком 845-й дракон раскроет себя лишь в MIUI 10, которая сейчас проходит тестирование в Китае. Ждем релиз уже этой осенью. Немного про бесконтактную оплату. На китайской версии устройства мне не удалось завести Android Pay, он просто не работает. Согласен, кривые руки, можно сделать перепрошивку, но для этого нужно разблокировать загрузчик. Опять же, нарушается безопасность устройства, и Android Pay вновь не работает. Выход все же есть. Вот китайцы уже подсказывают, что можно через утилиту Magisk обратно заблокировать загрузчик, но не будут прилетать обновления по воздуху. Или пользоваться локализованными кастомными прошивками, где будет работать Google Pay, Android Pay и вот это все, но никто не отвечает за вашу безопасность. Деньги могут увести, хотя таких случаев я не знаю. В любом случае, это костыли, и за них я готов переплатить 3-4 тысячи рублей и взять локализованную русскую версию, плюс не забываем про зарядник и официальную гарантию. Едем дальше. Разблокировка. В Mi 8 Xiaomi поместила инфракрасный датчик для аппаратной реализации технологии распознавания лица, работает быстро и даже в темноте. Про сканер отпечатков пальцев реально можно забыть, хотя он тоже работает очень быстро. Повторюсь еще раз, мне не нравится эта бровь, хотя она и выглядит симпатичнее, чем на всех остальных устройствах из Китая. Она все равно есть и раздражает, но за такой быстрый сканер лица это простительно. После использования Mi 8 уже не хочется брать в руки ничего тупо из-за Face Unlock. Но есть тут одно но, правда. На глобалке Face Unlock пока не работает, его завезут с обновлениями. Что забыли? Mi 8 — первый смартфон компании с AMOLED-дисплеем, разрешение 2248 на 1080 точек. К сожалению, просто взять лучший AMOLED от Samsung недостаточно, нужно его правильно откалибровать. И с этим Xiaomi пока испытывает проблемы. Но
В глобалке цвета поправили, не идеально, но уже что-то. По крайней мере, сейчас цвета выглядят натурально. Думаю, нас еще будут ждать обновления до тех пор, пока цветопередача не будет доведена до совершенства. А еще до сих пор не работает функция полного экрана в YouTube, уж не знаю, с чем это связано. Что еще нужно знать про Mi 8? Это первый смартфон в мире с двухчастотным GPS, который обещает повышенную точность отслеживания. И да, сейчас это наилучший вариант для автомобилистов, которым совсем все точно надо. При этом и компас здесь работает нормально, что для Android большая редкость. Подытожим. Во-первых, если брать, то синюю версию, как по мне. Во-вторых, вообще стоит ли брать? Определенно, фанатам Xiaomi, которым нравится iPhone 10 и узнаваемые тренды в дизайне, брать можно. Но здесь нужна любовь Xiaomi, и за эти деньги, за очень скромный ценник мы получаем отличный аппарат с крутыми фотовозможностями. Конкретно для себя я выделил 3 вещи, за исключением камеры, она понравилась безусловно. Первое — это Face Unlock, который рвет вообще все, что есть на рынке и прекрасно работает. Второе — это NFC, для китайца это, к сожалению, большая редкость. И третье, о чем недавно поговорили, это сдвоенный GPS. Он работает очень точно. Когда в устройстве нет багов, все вот эти преимущества ощущаются по-другому, и смартфон начинает нравиться. Но, конечно, без минусов здесь не обошлось. Их тут тоже 3. Ну ладно, будем считать, что 2, потому что челка людям приелась, хотя про меня так сказать нельзя. Первое — это отсутствие беспроводной зарядки со стеклянным корпусом в 2018 году. Это недопустимо. Второе — отсутствие стерео. Если вы очень часто смотрите на кухне сериалы или YouTube, то его будет маловато. В остальном, реально хороший телефон за свою цену. Если бы он стоил 50 тысяч, я бы его ругал. Но за 30-ку в России не найти ничего. Ну, тот же Mi Mix 2S, согласен. Есть OnePlus 6, который мне не нравится, мое мнение вы слышали. А что еще? Больше ничего нет. Если вы хотите смартфон с NFC, с хорошими фотовозможностями, с быстрейшим сканером, с узнаваемым дизайном, если вы любите MIUI, то Mi 8 — это ваш выбор. Пойдет? Все. Во. Поближе. 2 слова не договорил. Все. Во.